Всем огромный привет, дорогие друзья, зрители моего канала. Сегодня поговорим о подъемниках в гараж. Подъемнику на 4 тонны и как в данный момент из многих вариантов его установки. Сегодня разберем один вариант установки этих подъемников. Что я в первую очередь делал? В первую очередь делал я, конечно же, первый макет. Вот такой вот подъемничек. Это одна сторона, с другой стороны вторая сторона. Вот. Что я могу сказать об этих подъемниках? Так это только одно, то что они довольно тяжелые. Ну, насколько тяжелые, их где-то приблизительно 600 килограмм. Вот, целых подъемников. И самая нижняя часть подъемника, конечно же, как вы понимаете, она самая тяжелая. В первую очередь я делал вот такие вот один макет, вот, устанавливал и полностью все идеально обрисовывал. Конечно же, потом после всего я вот этот вот макет брал и переводил. Мне самое главное нужны были вот эти вот отверстия. Вот. С задней части вот самого подъемника выходит 3 отверстия, и в передней части выходит этого подъемника 2 отверстия, как видите. Все эти отверстия я переводил на швеллер, один и второй, вот, и после чего я все засверливал коронкой на 22. После я швеллер устанавливал сюда на подъемник, на самую нижнюю часть, вот, зажимал это все болтами. Вот такими вот болтами, самые обыкновенные вот болты. И это все я затягивал и ужимал все 2 поперечных швеллера. После всего устанавливал я, вымерял уже зазоры полностью все, вот малые швеллера, поперечные вот такие вот. И это все уже на месте обваривал, стягивал струбцинками и обваривал. Ну и по сути у меня вышел вот такой вот кронштейн. Идеальный выставленный, идеально вот по диагонали и полностью по всех размерах. Самое главное это по отверстиях, чтобы все сошлось, все было идеально. Когда я это полностью все варил, все было сварено, я по каждому болту выкручивал и в каждое отверстие я продевал и обваривал уже готовые шпильки, заводские, так сказать, шпильки. Вот. Каждую шпильку я обваривал и после всего я затягивал. И так же самое аналогично выкручиваю болт, вставляю шпильку, выставляю и обвариваю. И полностью по всех 5 отверстиях. И вышло у меня вот такой вот кронштейн. Вот это вот заводские шпильки. Их диаметр 18 миллиметров. Вот. С этой стороны я обварил, когда устанавливал, как уже и говорил. Каждый швеллер с внутренней части был обваренный. Вот такие вот шпилечки. Ну а здесь по сути идет уже как в плане, это у нас выходит анкера уже, здесь как бы гвоздь большущий такой, после чего его нужно будет забить, и сам наш анкер, вот этот вот внутренняя часть, еще плюс будет раздаваться вокруг своей оси на 4 стороны, вот так растягиваться. То есть использовал даже те анкера заводские, которые пришли вот вместе с комплектом всем. Яма была выкопана метр на метр, глубиной тоже метр. Внутри я выварил полностью весь каркас.
позабивал по сторонам полностью всю арматуру. Вот. Это такое для того, дабы не было смещения вот самой нашей конструкции, полностью всего нашего кронштейна, так скажем, пока в данный момент. И после всей работы, когда мы выставляем по диагонали я выставлял полностью с помощью нивелира. Вот. И так же самое на помощь такой вот конструкции полностью всего подъемника нам идет полностью все размеры, которые должны быть. Так же самое аналогично по диагонали, так же самое по длине. Везде полностью все размеры здесь указаны. Как-то вот так вот. С помощью рулеточки это все выставляется. Вот ту сторону уже я забетонировал. Все хорошо вышло. Вот так вот. А останется ту сторону. Тоже настолько важно, в первую очередь, нужно все идеально. Вот я по лазеру выставлял. Идеально должен быть уровень между двух колонн. Между одной колонной, аналогично между другой колонной. Все должно быть на одном уровне. Перед тем, как устанавливать или что-то делать, или бетонировать, переверяйте еще 350 раз. Вот. Как показано во всей документации по установке. Но также перед всеми диагоналями, которые вы измеряете, так же самое смотрите очень внимательно, дабы их установить идеально по центру ворот. Вот. Дабы ворота были по центру, чтобы машина не заезжала там наискось куда-то, не подъезжала, был знаком по какому. То есть я выбивал вот 3D нивелиром центр ворот, отбивалась линия, и от этой линии уже выставлялась по той документации, которая была, выставлялись полностью все колонны. Честно сказать, выставлять, вымерять и полностью все вот эти диагонали, полностью все размеры подгонять, это как бы самый долгий процесс. И чем тщательнее и вы подойдете к этому, то тем меньше потом будет проблем у вас же. Вот. Что я хотел еще сказать. Шпильки, которые вы бы хотели устанавливать, и вам бы захотелось бы какой-то сверхпрочности, вот там чуть ли не каленые какие-то спецболты, вот такие вот. Не советовалось и не советую такие болты устанавливать, только по той причине, что если уже на максимальный разрыв идут болты, вот такие шпильки или такие болты, они просто будут лопаться и вылетать в момент. А вот малой прочности, как бы обыкновенные вот такие вот с обыкновенного металла, там даже 5,6 вот крепости эти болты. Такие болты будут больше тянуться, но не рваться. При растяжке таких болтов можно заранее это все увидеть и предусмотреть. И, конечно же, можно что-то уже заранее сделать, чем вы установите какие-то очень сверхпрочные или там каленые болты, которые они просто как лезвие кто-то проведет, лопнет и не будет вообще ничего, не будет ни машины, не будет ни подъемника, не будет ничего. Так что на кто знает какие шпильки, не советую. Ставьте заводские вот анкера, и это более чем достаточно будет, и будет нормально. Можно, конечно, немножко толще устанавливать. Здесь эти анкера заводские идут и в диаметре 18 мм, устанавливают и 20 миллиметровые в диаметре. Вот, но 18 миллиметровые вот шпильки, в чем будет хорошо и в чем будет лучше, в том, что на самих вот балках, которые будем устанавливать, там диаметр 22 миллиметра. Почему я имею в виду и клоню, к чему клоню? В том, что шпильки на 18 диаметров можно будет на 2-3 миллиметра еще регулировать саму нашу колонну. Это плюс какой-то вот такой вот запас при установке вот таких вот кронштейнов.
Да, еще одно, чуть не забыл. До установки, вот именно самой вот этой вот жесткости, на дно ямы мы засыпаем 5 сантиметров щебня. Вот, утрамбовываем, водичкой поливаем там туда-сюда, да, и 5 сантиметров, можно даже до 10 сантиметров там бетона, заливаем бетоном. Когда это все высыхает полностью, потом уже после всего мы устанавливаем сами кронштейны, вот, все жестко сбросаем и после всего колотим, заливаем, как-то так вот, то есть саму подушку внизу сами кронштейны, и так же самое полностью вот под заливку подушку нужно делать обязательно тоже, вот. Потому что тоже немаловажный факт, так что не забывайте 5 сантиметров щебня и 5 сантиметров бетона, можно немножко больше, как-то вот так вот. Ну что ж, я дальше работаю, надеюсь все советы, как всегда, для вас будут полезны. Поехали. Может быть, кого-нибудь заинтересует полностью раствор, который делается. Объясняю. Ведро цемента, 2 ведра песка и ведро щебня. Вот. Вот такой вот бетончик будет заливаться. Засыпается все в перемешку сухим. Это все, как видите, перемешивается идеально. После всего, когда это все тщательно перемешается, добавляю воду уже до той мере, пока это уже нужно. Ну и по сути вот такой вот раствор выходит. Совсем вроде неплохо. Сейчас опустимся, посмотрим. Так, как я и говорил, в общем, сначала я бросаю щебень в первую очередь, потом ведро песка, после всего как размешается ведро цемента, размешивается ведро песка, ну а потом уже после всего добавляем уже потихоньку воды. Все сразу заливать не нужно, потому что это все слипнется будет, оно не размешает толком, а если понемножку будете добавлять водичку, будет все шикарно. Как-то вот так вот. И после всего выливаем уже на постоянное место жительства наш бетончик. Вот. По бетону тоже вроде все рассказал. Да, не спорю, такой бетончик это будет что-то с чем-то. Там его уже точно не засверлишь, не вдолбишь. Будет синева сплошная. Так, пока установлены колонны, зажаты полностью. В первую очередь продевали вот тросы. Трос из завода, когда покупалось это все в нижней части, он был, вернее, не в нижней, а в верхней, который идет сюда, затянут, и мы его продеваем на эту сторону. Уголок откручиваем, продеваем сам трос, дальше закручиваем, вот, и протягиваем. С той стороны аналогично уголочек откручиваем, продеваем трос и затягиваем в верхней части. Так же самое аналогично и здесь. Тоже протягиваем на ту сторону и так же самое продеваем трос и закручиваем. Шланги подсоединяем, закрепляем. Вот. С этой приходна муфта длинная, большая. Подсоединяем муфту и к ней вводим уже в данный момент к насосу. Дальше нужно будет еще к насосу это все подсоединить. Смотрим уровень. По уровню идеально стоит. С этой стороны немножечко уклон, но для регулировки полностью всех колонн есть вот такие вот подкладочки, которые можно потом в дальнейшем
это все будет регулироваться. Нужно будет каждую шайбочку брать и подлаживать или с этой стороны, или вот с той стороны. Будем подлаживать уже идеальный уровень и выбивать полностью всех колонн. Вручную подняли саму балку. Вот цепь. Цилиндры устанавливаются просто. Выходит здесь небольшое отверстие. Просто в это отверстие цилиндры устанавливаем. После всего, когда балку будем опускать, цепь вот этот вот на ролик наш наезжает и будет запрокидыван аж вот туда вот. Когда гидроусилитель работает, вот, цилиндр будет поднимать, и так же самое цепь будет подниматься, и вот так вот будет до определенной высоты это все будет работать. Все, что останется, это подсоединить гидравлический шланг. Вот. Установить сюда короб защитный. Плюс использую еще угломер цифровой. Вот пока я его выключил его. Но будем потом в дальнейшем все подсоединим, все установим и потом будем уже регулировать, как я и показывал, вот вставками, шайбами этими будем уже идеальный уровень выбивать полностью всех колонн. Так, что касаемо самой регулировки, как я уже говорил, вот такие вот пластины тоненькие. Если с какой-то стороны нужно, 3 болта откручиваем и на одну определенную сторону мы выставляем. Ну, вот так это вышло вот. Да, так чисто для интереса. Цифровой угломер сейчас показывает немножко перепад на эту сторону 0,04. Вот. Но это сотых, это не градусных, а сотых. Это до 1 градуса, это еще вот, по уровню идеально. Вот, пойдем сейчас на эту сторону. Вот такие вот пластины. Вот сюда вот забиваешь, если нужно, и после всего затягиваешь. Ну, пойдем 0,04. Пойдем на эту сторону. Вот так вот. Уровень 0,02. Ну вот так вот. Все ровненько, идеально. Здесь, как видите, пол идет на такой вот перепад на 3,5 сантиметра. Но это потом уже будет доливаться, выливаться, будет равняться пол. Вот. Ну, пока вот так вот. Я подровнял. Но останется опускать, будем все лапы опускать. Цепок устанавливаем. Вот сюда запрокидываем. Аналогично с этой стороны. Цепочек нужно вот так вот. Вот это. Пока в данный момент все установлено. Вот масло залито. Как я объяснял, вот здесь выходит у нас болт. Нужно это все законтрагаять. А вот этим нижним болтом, под этот болт идет трос. Так же самое. Вот. Это регулировочный болт, который нужно будет. Вот он пошел. Сейчас в данный момент он по правой стороне. И пошел наверх, 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 наверх. И обратно здесь у нас законтрагаяно. Вот. Здесь тоже регулировочный болт. Им будем сейчас в данный момент это все выставлять. И полностью все регулировать. Регулировать будем так, потому что сам механизм, который вот здесь вот защелкивается, предохранители, они идут сейчас неравномерно. Надо, чтобы они сразу равномерно с этой стороны и аналогично с той стороны вот защелкивались. Вот.
эти предохранители. И так же самое нужно будет посмотреть по натяжке. Само троса, этот ослаблен, этот совсем ослаблен, как видите. Этот более натянут. В общем, в таком положении с помощью вот этих вот натяжек будем регулировать и после всего контролировать. Первый запуск. Давай нажимай. Еще. Все, хорош. Теперь можно регулировать. Якраз. Так, поднимаем все лапы повыше, дабы была возможность долезть до регулировочного болта. А также сам трос запрокидываем, вот, проводим внутри самого квадрата. Ну и все, как бы уже все отрегулировано. Полностью все здесь у нас предохранительные скобы, так скажем, да, они работают в данный момент пока синхронно. Сейчас спущусь и посмотрим. Ну вот, поднимаем. Работают синхронно. Вот. Работа идеальненько. Все хорошо. Продолжаем. Все, что нам останется по мелочи, это полностью все защиту накрыть. С этой стороны вот такую вот защиту можно установить. 4 болта откручиваем. Вот. И под резинку устанавливаем вот такую вот пластину защиты. Вверху, вот с той стороны установлено уже. И останется крышечку установить еще плюс наверх. Тоже. Как у нас тут фиксатор работает. Нравится? Вот теперь можно чикс выставляем. Чикс, выставляем лапу. А ну поднимай. Ну вот, как бы и все, работа закончена, все отрегулировано, установлено, все идеальненько, хорошо, практично. Я же говорю, все, что нужно будет, это выровнять в идеал пол здесь. Ну и все, как бы можно работать, продолжать, все хорошо. Показывал, как бы по возможности тоже вам все самое такое откровенное, дабы вам было более-менее понятно, так как в той документации, которая идет с вот такими подъемниками, там половина что-то не указана. Вот. Там, где какие-то минимальные болты нужно устанавливать, они черчить. Вот. В чертежах есть, а вот как полностью регулировать или заводить, или как еще что-то делать, то там нету. Ну, немножко рассказал, показал. Надеюсь, как всегда, я был для вас полезен. Вот. Все, что делал, я показывал для вас. Вот. Да, трансмиссионное масло тоже заливайте. Вот. И как бы все. И еще бывало у меня такая вот у нас ситуация произошла. Вот это трехфазный двигатель, и немножко фазы поменяли не в ту степь,
и он работал, сам насос, в обратную сторону. Вот, а мы стоим, чухаем, удивляемся, что же он не поднимает. Фазы перекинули, и двигатель начал работать нормально. Вот, насос начал работать нормально, и все, совместно все начало работать и поднимать. Вот, в систему развоздушивать якобы нету, здесь даже нету такой функции чтобы развоздушивать систему. В общем, все нормально, идеально. Ну, здесь уже более-менее понятно. Нажимаем обыкновенный рычажок. Это все потихоньку начинает опускаться, дабы машину там опускать или чуть-чуть. Сейчас она идет полностью, вся система без нагрузки. Нету ни машин, ничего, поэтому только она так немножко медленновато, так сказать, она опускается. Вот. Ну что ж, на этом я буду прощаться. Всем огромное спасибо за внимание. Надеюсь, я, как всегда, для вас был полезен. Вот, подписывайтесь на мой канал, кто еще не успел подписаться. Ну а пока, до скорой встречи. Всем удачи. Так, первый подъем той машины. Давай, поехали. Очково, когда клацает, да? Хорошо. Днище як у лодки. Все нормально. Еще давай, давай, давай. Там, блядь, еще. Так надо всю подыматься. Ну да. Так Хорош, красота. Ну вот, первый подъем произведен. Первые машины. Все прекрасно, все хорошо. Пускаем. С той стороны дернул. Поехали. не решить, да? Якраз по масти. Машина красна, подъемник красный. Та. Бомба. Это еще один подъемничек. Ну, тепер надо загнать Віта. Віта? Та вона не лізе. Літ. Та ні. Та да. Та ні. Бордава, Саня. Ні, ми зараз Віта загонимо, подивимося, коли Віта. Може бити завіти, чи ні? Ні, Не плюс-мінус одинакові, так? ні, фортніше. Ні?